Добрый день, друзья! Сегодня на обзоре линкор 4 уровня Германии Кайзер, который находится в основной ветке немецких линкоров. Когда-то на 10 уровне этой ветки находился великий и могучий Курфюрст. Сегодня вершина ветки – суперлинкор Ганновер, который воплощает в себе всю мощь немецких ПМК-линкоров, а заодно, как и другие суперкорабли, избавит ваши карманы от запасов серебра. А начать обзор хочется со статистики. Среди всех линкоров 4 уровня Кайзер сегодня занимает 5-е место по проценту побед и позиции ниже средних по опыту, среднему урону за бой и количеству потопленных кораблей. Кроме того, линкор находится на 3-м месте по количеству проведенных боев, что говорит о высокой популярности Кайзера спустя многие годы. И именно на эти вопросы предстоит ответить, изучив характеристики линкора. Обозначим сильные и слабые стороны Кайзера и, конечно, рассмотрим перки командира, обсудим модернизации и сигналы, с которыми я играл. Линкор имеет лидерское количество очков боеспособности на уровне 46 400 и вдобавок не самую худшую противоторпедную защиту 22%. Бронирование Кайзера одно из лучших на уровне. К примеру, толщина бронепояса каземата достигает 350 мм и дополнительно усилена бортовой обшивкой 25 мм, а цитадель довольно сильно утоплена. Носовая часть имеет бронепояс с толщиной 120 и 180 мм и обшивку 19 мм, а в кормовой части бронепояс 16 и 180 мм и обшивка 19. Бронирование палубы в носовой и кормовой части 19 мм, а в центральной 20 и даже 30 мм. И никуда не делись настройки с толщиной бронирования всего 13 мм. Такое бронирование способно сдерживать урон бронебойных и полубронебойных, а цитадель выбить непросто. Кайзер имеет среднюю маскировку на уровне. Прокачав перки капитану, получим 12,4 км заметность кораблей и 7,6 самолетов. И такая маскировка иногда позволит реализовать всю мощь главного калибра. Линкор имеет невысокую скорость хода 23 узла и хороший на уровне, радиус циркуляции 600 метров и время перекладки рулей 13 секунд. Перейдем к орудиям. Линкор имеет 10 орудий в 5 башнях с необычным расположением, калибром 305 мм и средней дальностью 16 км. В попытках реализовать полный залп придется раскорячиться, и все равно одновременно смогут выстрелить только 8 орудий, так как одна из башен чаще всего не сможет вести огонь. Снаряды имеют хорошую скорость 855 метров в секунду, а орудия перезаряжаются за 26 секунд, что лучше многих одноклассников. Но башни медленные, и мы обязательно улучшим их перками капитана. В распоряжении орудий фугасы с заниженным уроном 3500 единиц и стандартные бронебойные с уроном 8400, что дает крайне низкий разовый урон и невысокий ДПМ на фугасах, но средний вес залпа и один из лучших ДПМ на бронебойных. Бронебойные снаряды уверенно расправляются с бортоходами, вот только с точностью у Кайзера беда. Похоже, что вся команда Кайзера постоянно пьяна, так как линкор часто не попадает даже на ближних дистанциях. А против рамбующих линкоров и эсминцев есть фугасы с хорошим пробитием 76 мм и шансом пожара 24%. И, пожалуй, следует обратить внимание, что расположение башен делает позицию в отвороте более выгодной для Кайзера. Противоминный калибр линкора имеет 8 орудий с калибром 88 мм
и 14 орудий с калибром 150 мм, бронепробитием 15 и 38 мм соответственно. Дальность ПМК 4,8 км, и он еще не будет определяющим в бою. Торпед у этой ветки линкоров нет, а противолодочное вооружение на этом уровне еще не завезли. Нужно отметить вполне неплохое ПВО, которое представлено 3 аурами. Ближняя аура с радиусом действия 2 км и уроном 161 единица. Средняя аура с радиусом действия 3,5 км и уроном 35 единиц. И дальняя аура с уроном 60 единиц и радиусом действия всего лишь 4,6 км. Суммарный урон в аурах очень даже внушительный, но беда в том, что основной урон сосредоточен в ближней ауре, и это позволит авианосцам совершать результативные атаки. Перки командира потребуют переобучения при игре на топах ветки, но для младших уровней будут более актуальными. Первый перк – взрывотехник, немного повысит шанс пожара. Второй перк – наводчик, увеличит скорость вращения приваренных башен. Третий перк – отчаянный. Линкор активно теряет боеспособность, чем разгоняет потенциал урона. Четвертый перк – мастер маскировки. Снизит заметность на 10% и чаще позволит застать врага со спущенными штанами. Думаю, на этом уровне мало у кого будет кэп с большим количеством перков. На линкор я установил следующие модернизации. Первый слот – основное вооружение. Усилит живучесть главного калибра и позволит более эффективно использовать возможности линкора. И второй слот – система борьбы за живучесть. Положительно скажется на выживаемости линкора. Доступное снаряжение Кайзера. Стандартная аварийная команда, время работы которой 15 секунд, а перезарядки 80 секунд. Ремонтная команда, которых в базе 4 штуки. Восстановит 232 очка боеспособности в секунду, работает 28 секунд и перезаряжается 80 секунд. Сигналы, которые я использую, перед вами сейчас на экране. Итого, что имеем. Кайзер имеет максимальное на уровне количество очков боеспособности, мощное бронирование и среднюю маскировку. Невысокая скорость линкора не позволит быстро менять направление атаки, но хорошая маневренность повысит выживаемость линкора в перестрелках. Орудия главного калибра имеют неплохую дальность стрельбы. Калибр орудий не самый крупный, но это не мешает линкору наносить урон. А что мешает, так это ужасная точность орудий, которые мажут порой даже в упор, и это бесит. Немного успокаивает скорострельность. Орудия линкора стреляют чаще многих одноклассников, что делает его более опасным. По поводу ПМК на этом уровне питать иллюзий не стоит. А вот ПВО довольно неплохое и сможет потрепать авиагруппы. Линкор в целом имеет понятный геймплей и подойдет любому, кто не будет бомбить из-за кривых орудий. Всем мира и добра, и до новых встреч на нашем канале.